Слава Украине, привет всем от Полонского. Предводители путинского рейха заявили, что они готовы к переговорам. Ну как готовы? Готовы как в их репертуаре. К безоговорочным переговорам, но с оговорками. Да, нормально они вообще это все делают. Да, мы, говорят, безоговорочно готовы к оговоркам, да, к переговорам. При условии, что, значит, Украина не будет... да, мы приступим к переговорам, при условии, что Украина не будет получать помощь с Запада. Как зашибись. Как зашибись. А может, вы еще свою промышленность тогда остановите военную, чтобы также откажетесь от помощи из Северной Кореи. Кстати, позорище несусветное, как для России, так и для наших партнеров, господи, прости. Значит, смотрите, Ким Чен Ын и Россия официально признали, что северокорейские войска официально, это все уже, помогали путинским бандитам захватывать Курскую Народную Республику. Кстати, эти бандиты до сих пор ее не захватили. Так что выдают желаемое за действительное. Граница нет. Вот. И Ким Чен Ын официально признал и северокорейским боевикам, которые находились вместе с путинскими бандитами в Курской Народной Республике, поставят памятник там в Северной Корее. Значит, и говорят, что их тут укондрапупили до 20 тысяч, этих северокорейцев. За цифры я не буду сейчас, не готов говорить точно, не точно. Но где-то так, судя по тому, как их использовали, тупо на мясо, да, то, наверное, где-то такая цифра, она имеет место быть, потому что столько, сколько мы видели, как их там засыпали кассетами, когда они тупо стадом шли через поле в атаку, наверное, где-то так их там и оставили. Вот, значит, будет им памятник поставлен в Северной Корее, и сразу же возникает вопрос к нашим дорогим союзникам, ко всем сразу. Посмотрите, вот союзник Путина, Ким Чен Ын, послал войска, наши союзники трясутся, забили, значит, в щелки, трясутся от ужаса, у них ручки трясутся, у них ножки трясутся, они боятся всего на свете. Вот вам и Соединенные Штаты Америки, был же Байден до этого, до Трампа, и все равно вот такое же все, да, то есть тупо... есть такое, вот у нас когда-то на Борщаговке в свое время было такое хорошее слово, сцикуны. Вот и все, ребята, сцикуны. Вот это правильная абсолютно их оценка, так сказать, оценка ситуации. А как по-другому назвать? Если вы как-то по-другому думаете, пишите в комментариях. Я не знаю, как по-другому назвать таких героев, да. Вот, а для России тоже позорно, потому что она ничего не может сделать с Украиной. И даже с учетом северокорейцев все равно ни хрена не может сделать с Украиной. Вот так. Значит, более великой страны, чем Украина, на нашем шарике, судя по всему. Действительно нет. Более решительной, более храброй, более смелой, более великой страны. Украина лучше всех. А что? Если мы нагнули одновременно, двух диктаторов из 4, в то время как весь мир вот так вот, знаете, спрятался вот это вот где-то под шконкой и там и пикнуть боится. А мы нагнули. Вот как-то так. А я что ж, как по-другому это все расценить? Да, переходим к переговорам. Отдельная песня с этим Трампом, господи, прости. Да, значит, Трамп попросил Макрона не участвовать в переговорах, когда он разговаривал с Зеленским в Риме. Это первый момент. Второй момент то, что вот эти переговоры Трамп-Зеленский, они, кстати, 2 раза проходили там, состоялись не по инициативе Зеленского, а по инициативе Трампа. Очень интересно, да. Это правда, об этом пишут американцы, это не наши пишут, да. По инициативе Трампа. Состоялись довольно успешно. В общем-то, они это была первая встреча после того, как они поругались в Белом доме. Вы помните прекрасно вот эту жуткую ситуацию в оральном кабинете, когда на Зеленского набросили этот Венс, как собака набросился с пиджаком. Кстати, большой вопрос по пиджаку Трампа на похоронах у Папы Римского. Все были в черных, как полагается, на траурной церемонии. Один Трамп отличался синим пиджаком. Я не знаю, почему он так оделся. Трамп, у тебя есть пиджак? У тебя вообще есть пиджак? У тебя есть костюм? Нет? Нету? Есть? А что ты его не одел? Да. Вот. Ладно, это бог с ним. Это, как говорится, дела самого Трампа. Просто очень интересно. У себя Венс его, наверное, вернется в Штаты, Венс его обязательно спросит. И вот эта журнашлюшка, которая на Зеленского набросилась, там, мужского рода журнашлюха,
на Зеленского набросилась в оральном кабинете, тоже, наверное, у Трампа спросят, ну а как же, тоже надо спросить, аналогичная ситуация, в чем проблема? Да. Риторический вопрос. Да, Трамп сказал теперь, что он за 2 недели, определит, врет ли ему Путин. А Путин хоть когда-то говорил правду, хоть один раз, хоть за всю свою паршивую жизнь. Он хоть одно слово правды сказал, хоть когда-нибудь. Он же всегда врет. Это очевидно, по-моему, даже детям в детском садике. И Трамп такими высказываниями ставит себя, ну просто, ну я не знаю, в совершенно неудобную ситуацию, в раскоряк, потому что сказать, что он глупее, чем дети в детском садике, которые все знают, что Путин всегда врет. Вот. Ну, по крайней мере, те, кто знают, что он вообще существует. Да? Вот начиная, ну, ясельная группа еще не знает, что он всегда врет, они не в курсе. Вот. Но уже старшая группа прекрасно знает, спроси у любого ребенка, кто такой Путин. Ну, во-первых, а во-вторых, брехло, да, ну это же все скажут. Вот, а Трамп не знает, ему еще 2 недели надо, он бедненький такой, вот никак не разберется. Вот, но это говорит Трамп, а Рубио говорит со своей колокольни, что вот мы за неделю разберемся со всем, выходим мы с мирного процесса или не выходим. Но вы там как-то договоритесь, один говорит одно, другой. Более того, он сказал 2 недели, а может больше, а Рубио говорит за неделю. Это как-то тоже таки несерьезно. Один говорит одно, другой другое. Вы же администрация, но вы как-то там между собой хотя бы ведете какую-то коммуникацию с тем, чтобы не выглядеть потом неправильно перед журналистами, которые берут у вас интервью. Честное слово. Вот. Ну, посмотрим. Да, одно хорошо для нас. Значит, премьер Шмыгаль сказал, что американцы сняли свое требование при сотрудничестве, сняли свое требование о том, что Украина должна вернуть какие-то деньги и признать какие-то фантастические долги. Никаких фантастических долгов Украины нет, ни фантастических, ни нефантастических. Мы не должны ни одной копейки Соединенным Штатам Америки за вот это поставленное оружие, просто потому, что оно поставлялось совершенно на других основаниях. Это был подарок. Это не была ни в коем случае никакая суда, кредит или еще что-нибудь такое. Вот, поэтому, извините, делать из подарка подарок, который вы обязаны были делать, потому что есть Будапештский меморандум, по которому мы остались без ядерного оружия, и все ваши подарки вместе взятые не стоят даже 10% вот этого ядерного оружия, которое мы потеряли, благодаря вам. Поэтому лучше молчите. Лучше молчите, и лучше не будем трогать этот вопрос от слова вообще. Да, кто кому там чего должен, потому что будет очень неприятная ситуация, окажется все как раз наоборот. Вот, поэтому как-то решили этот вопрос оставить в сторону, и слава богу, и правильно. Мне интересно, как по этому поводу взвыл предатель Шери, который там живет. Я не знаю, где он там живет, и вот начал даже на Трампа гавкать, я так слушаю, ну что гавкал, что Трамп, на него все будут об него ноги вытирать, чиплеваться от него будут, что такое. Сказал, короче говоря, я себе думаю, блин, Толя, ты там не боишься, что тебя к чертовой матери вышлют в Украину, депортируют, вот, а тут тебя хорошо встретят, тебя давно ждут, вот, очень-очень давно. Да, ну такое дело, вот, так что неприятности у них там со всех сторон, вот, а у нас приятности, потому что вот долгов никаких, оказывается, уже и нет. Ну, хотя Трамп мелет там, ну, это называется мели твоя неделя. Германия продолжит оказывать военную помощь Украине, даже в том случае, если Соединенные Штаты Америки вдруг отвалятся, и Германия возьмет на себя основной тягар оказания помощи Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Писториус. Он остается, кстати, и в новом кабинете, судя по всему. Вот, так что это уже хорошо. Также он заявил, что предложение США по миру в Украине должно нести за собой гарантии безопасности. Ну, пока что я вижу, что гарантии безопасности, там то, что сейчас говорят по этим вот соглашениям, гарантии безопасности от США вроде бы как будут, но для европейских войск, которые находятся в Украине. Что очень интересно, да? Для европейских войск, которые находятся в Украине. Вот. Здесь будут английские войска, возможно, французские, возможно, там эстонские, латвийские, литовские. Вот так вот будут. Ну, пока формат не совсем понятен. Понятен регион, где они будут. Они будут на левобережье Днепра и в Киеве. Вот. Ой, извините, на правобережье. Что я говорю на левобережье? На левобережье их не будет, да. Они туда не пойдут. Там будет зона ответственности только ВСУ. Вот. А здесь уже они
Ну, посмотрим, в каком формате, что и как, и какие гарантии они от США получат. Короче говоря, это все сейчас в таком взвешенном состоянии, что говорить что-то конкретное совершенно невозможно. Одно хорошо, что вот Германия увеличивает помощь Украине и Норвегия. Самое интересное, что, в общем-то, небольшая Норвегия в этом году окажет помощи больше, чем Германия. Там Германия что-то около 8 миллионов евро, а Норвегия чуть больше 8 миллиардов, конечно, не миллионов. Я оговорился. Вот. Что еще интересно? Сегодня под атакой находится эпицентр. Это кибератака. Ну, все как обычно. Я, кстати, заходил только что на их сайт. Там висит до сих пор плашка такая, что ми работаємо, ми працюємо маємо тимчасові технічні проблеми. На даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи. Ну, працюють вони, да. Вона працює, вони працюють теж, да. Я думаю, сделают. Но вот еще одно, как говорится, свидетельство того, что нельзя полагаться только на электронные базы и так далее, и так далее. Видите, оно все ломается. Рано или поздно ломается абсолютно, друзья мои, все. Поэтому держать все документы, весь документооборот только в электронном виде, увы и ах, стрёмно сейчас, да, потому, смотрите, одно за одним, хакернули один за одним, просто все, вся. Мы у них, они у нас и так далее. Да, выступила лошадь, путинская лошадь, точнее человек с лицом лошади, который там подвязается министром иностранных дел, как его там фамилия? Лавровчик, Чмывровчик, как-то так. Знаете, да? Такого кренделя, вот, и сказал, что Москва готова идти на уступки по Украине. Ну, готова, пойдет, раком поставим-то пойдет. И на уступки, и на все на свете пойдет, куда они денутся. Вот, так что вот такие дела. Ну и, конечно же, насыпали очень хорошо сегодня в Брянской Народной Республике. Там была бавовна на предприятии Кремний-Л, который принадлежит Минобороны России. Ну, он не принадлежит, но он работает очень плотно с Минобороны России, является крупнейшим производителем электроники для российских вооруженных сил. Ну, ему там немножечко накидали по самое некуда. От 10 до 15 взрывов было, да, и им там, короче, очень сильно понравилось. Вот, то есть они очень хорошо огребли. Ну, еще так, чисто киевские новости. Блин, неприятное до безобразия. У нас был 25 числа день траура по киевлянам, погибшим от российско-фашистского удара по Святошино. Да, ударили по Святошину, погибли люди, много людей погибло, много раненых, разбиты дома, многие повреждены, жуткий день. И не только на Святошине, там и в других местах прилетело, не будем о них говорить. Вот. Ну что вы думаете? В этот же самый день для всех траур, а для киевских властей там вот разные там сидели, вот видео уже есть, можете посмотреть внизу в описании к данному ролику, будет видео об этом. Они святкували там день народження нашего поворозника, это один из замов Кличко. Ну, что сказать о людях, да? Причем, знаете, что, даже в чем наглость и в чем мерзость этого всего дела, что, судя по всему, день рождения у него там был 10 числа, они выбрали 25-е. 25-го день траура. Они, думаете, перенесли Бухалова? Нет. Они собирались на территории, там, по-моему, Горводоканала, типа того, да, закрытая территория, и квасили там, где их и поймали, собственно говоря, журналисты. И там практически все заместители Кличко были. Вот еще один такой момент. Ну, вот что за люди? Я даже не буду говорить, я только вспомню одно, что вот двуличие этих персонажей и ну, мягко говоря, нечестности, да, когда был всем известный карантин из-за помните, двухгодичное, да, вот это вот, да, был карантин для всех. Ну, если он есть, он для всех. А если его нет, он ни для кого. Ну, это же понятно, да, что карантин он не может быть только для смердов, а для власти, значит, его нет, да. Вот. Там же в 10 метрах от подъезда, где живет Виталий Кличко, и был такой клуб Рио, потом он переименовали его в Тутси. Вот он во время карантина, он прекрасно себе работал. То есть все ходили в этом, да, вот так вот было, да. А там все нормально, там все работало, все внутри были
без намордников, без ничего, все было хорошо. Все работало. В то время как все остальные рестораны, все это, вы же помните, как 20 год, извините меня, 20 год, все закрыто везде, все, вы что, нельзя, ужас, кошмар. А там все работает, все прыгают, все там веселятся, танцуют и так далее. Сейчас этот клуб Рио, я так понял, что СБУ его шпокнуло, и он закрыт. Но это опять, это та же компания. Это та же компания, вот они, это же замы Кличко. Еще раз говорю, этот клуб, он же не где-то там функционировал. Он функционировал ну, буквально, если кто пройдет по улице Богдана Хмельницкого, угловая подъезде живет Кличко, а этот клуб находится ровно в 10 метрах. И он себе прекрасно работал. Никаких проблем не было. Вот так вот. А у всех был карантин. Ну, вот это так.